Всем привет! В этом видео я подробно опишу теорию и на практике покажу, как выполнить тест эффективность работы цилиндров или скрипт Шульгина при помощи мотор-тестера MT Pro. Покажу это на примере автомобиля Subaru Impreza с двигателем EJ204. Для этого я воспользуюсь двумя универсальными измерительными щупами TLMLP, которые я буду использовать для подключения к сигнальному проводу датчика положения коленвала и сигналу синхронизации. И, разумеется, сам мотор-тестер MT Pro 4. Сейчас я постараюсь кратко и с большим количеством картинок и графиков объяснить скучную теорию. Я считаю, что это необходимо для лучшего понимания принципа работы теста, для решения нестандартных диагностических задач и понимания, в каких ситуациях тест все-таки может давать ошибочные показания. Кому это не интересно, можете сразу перемотать на 12 минуту 30 секунду. Там уже будет непосредственно практическая часть с подключением щупов и проведением теста на автомобиле. Для упрощения понимания принципа работы теста я детально рассмотрю работу бензинового четырехтактного четырехцилиндрового двигателя. Данный тест также применим как и для двигателей с большим количеством цилиндров, так и для дизельных двигателей. Тест эффективность работы цилиндров позволяет только на основании сигнала датчика коленвала и сигнала синхронизации оценить относительную эффективность работы каждого цилиндра. Под термином эффективности я понимаю вклад, который вносит каждый цилиндр в работу двигателя на холостом ходу, при малых нагрузках, максимальных, в общем в любом интересующем нас режиме. А также можно оценить относительную динамическую компрессию цилиндров. Что имеется в виду под термином динамическая компрессия, я поясню немного позже. Представим, что сейчас двигатель вращается на холостом ходу, и при этом в одном из цилиндров воспламенение топлива не происходит. В этом случае давление в этом цилиндре будет изменяться по всем известному графику, который каждый может получить, вкрутив датчик давления в цилиндр. На эту тему, кстати, уже есть подробное видео на моем канале. Кому интересно, можете ознакомиться. Полный цикл работы четырехтактного двигателя составляет 2 оборота коленчатого вала, или равен 720 градусам. При этом в рабочем цикле выделяют 4 фазы. Фаза рабочего хода, фаза выпуска, фаза впуска и фаза сжатия. И все это повторяется по замкнутому циклу. В данном случае цилиндр работает в холостую, то есть не вырабатывает энергию, а только забирает ее у коленвала, расходуя на трение в кривошипно-шатунном механизме и поршневой группе, и сжатие газа. Теперь, чтобы цилиндр заработал и начал отдавать энергию коленвалу, добавим ему искру и впрыск топлива. В этом случае график давления в фазе рабочего хода изменится. От момента искры и до момента открытия выпускного клапана кривая поднимется вверх. Процесс сгорания топлива занимает определенное время. Из этих соображений момент поджига топлива и происходит с определенным опережением, которое логично называется углом опережения зажигания. Это необходимо с одной стороны, чтобы максимум давления произошел после верхней мертвой точки, когда поршень уже движется вниз, и с другой стороны, чтобы все топливо успело сгореть и выполнить максимум полезной работы до момента открытия выпускного клапана. Именно этот перепад давления в камере сгорания как раз и приводит к тому, что поршень через кривошипно-шатунный механизм давит на коленвал и отдает ему энергию. Если пересчитать давление на поршень в момент силы, который вращает коленвал, то получится примерно такой график, в котором нулевая линия обозначает моменты, когда поршень не оказывает никакого влияния на коленвал, и разумеется, что эти моменты совпадают с верхними и нижними мертвыми точками. По графику становится понятно, что при работе цилиндра поршень оказывает пульсирующие нагрузки на коленвал. В фазе рабочего хода этот цилиндр отдает энергию коленвалу. В фазах выпуска и впуска цилиндр забирает незначительную часть энергии и расходует ее на перекачивание газа из впускного коллектора в выпускной. И в фазе сжатия цилиндр опять же забирает уже существенную часть энергии у коленвала и расходует ее на сжатие воздуха. А теперь я пренебрегу участками с фазами выпуска и впуска, так как на этих участках давление в цилиндре незначительное по сравнению с остальными фазами и тратится незначительная часть энергии. Вспоминаем, что у нас есть еще 3 рабочих цилиндра, которые также вносят свой вклад в раскрутку и торможение коленвала. Суммируем пульсации положительного и отрицательного ускорения и получаем кривую ускорения, с которым вращается коленвал.
Разумеется, свой вклад в это ускорение вносит газораспределительный механизм, который также пульсациями потребляет энергию для открытия и закрытия клапанов, маховик, который сглаживает пульсации, сила трения поршней о стенки цилиндров, но в целом это не сильно оказывает воздействие на пульсации вращения коленвала. Поэтому основным влияющим фактором остается именно реальное давление в цилиндре в процессе сжатия топливо-воздушной смеси поршнем и давление при горении топливо-воздушной смеси. А теперь, собственно, про неисправности. Предположим, в первом цилиндре забита топливная форсунка. Давление в верхней мертвой точке при этом во всех цилиндрах будет одинаковым. А вот топливо в первом цилиндре будет меньше. Меньше энергии выделится при сгорании и меньшее давление будет оказывать воздействие на поршень. И, разумеется, меньшее ускорение получит коленвал в момент, когда первый цилиндр будет в фазе рабочего хода. Теперь давайте разберем, как мотор-тестер измеряет ускорение коленвала. Для этого используется штатный датчик положения коленчатого вала. Чаще всего встречаются два типа датчиков – индуктивный и на основе эффекта Холла. Все они работают в паре с маркерным диском, который установлен на оси коленчатого вала и имеет зубья по всей окружности с определенным шагом. При вращении диска датчик отмечает момент прохождения вблизи него зубьев изменением уровня напряжения. Для индуктивного датчика сигнал имеет форму близкую к синусоиде, а для датчика Холла сигнал представляет собой прямоугольные импульсы. Алгоритм анализа находит контрольные точки на сигнале и измеряет период времени между ними. При этом довольно точно вычисляется мгновенная скорость вращения, а зная скорость на соседних участках сигнала, можно просчитать реальное ускорение коленвала. Разумеется, что нет единого стандарта маркерного диска, поэтому разнообразие сигналов от датчика коленвала довольно широкое. На самом деле, алгоритму эффективности абсолютно безразлично, с каким датчиком работать, и сколько зубьев и пропусков на маркерном диске и в какой последовательности они расположены. Есть только одно условие. Общее количество зубьев на диске должно быть не меньше 5. Или если перевести в форму сигнала, то на осциллограмме должно быть не менее 10 фронтов между метками синхронизации, или на 2 оборота коленвала. После обработки сигнала алгоритм строит графики, высота которых пропорциональна вкладу каждого цилиндра, а также график скорости вращения двигателя, чтобы можно было обнаружить закономерности на разных режимах работы. Если все графики находятся в одной области, то двигатель работает сбалансированно. Если какой-то график выпадает из общей картины, значит соответствующий цилиндр по какой-то причине работает с отличающейся эффективностью. Развивая эту методику, можно вычислить проблемы с топливоподачей, искрообразованием, утечками воздуха из камеры сгорания, а также привязать неисправность к проблемному цилиндру. На первый взгляд с топливом все понятно. Прослеживается четкая закономерность. Чем меньше топлива, тем меньший вклад вносит цилиндр в ускорение коленвала. Но назревает вопрос, как отличить, например, проблему с топливом от проблемы с зажиганием или проблемой с механикой двигателя. Если ответить коротко, то неисправности топливной системы проявляются во всех режимах, пропорционально снижая вклад проблемного цилиндра. А проблемы с зажиганием обычно носят спорадический характер и отчетливее всего проявляются при режимах максимальной нагрузки на двигатель или резком открытии дроссельной заслонки. А вот для понимания, как вычисляются проблемы с механикой, я хочу еще немного объяснить теорию. Поэтому снова вернемся к графикам и скучной теории. Красные фигуры обозначают, когда какой цилиндр отдает энергию коленвалу. Синие – когда цилиндр забирает энергию коленвала. Несущественными участками обмена энергии в тактах впуска и выпуска я пренебрег. Площадь красных больше, поэтому двигатель вырабатывает энергию, избыток которой на холостом ходу расходуется в основном на потери трения, работу генератора, системы смазки и охлаждения двигателя. В результате коленвал вращается с непостоянной скоростью, то ускоряясь, то замедляясь, но при этом стабильно поддерживая среднюю частоту вращения около 800 оборотов в минуту. С холостым ходом все понятно. Теперь давайте представим, что двигатель вращается благодаря какой-то внешней силе. Например, автомобиль на передаче скатывается со спуска с отпущенной педалью газа. В этом случае включится
так называемый режим торможения двигателем, и система управления отключит топливоподачу, в результате чего двигатель перестанет вырабатывать энергию и начнет ее отбирать от движущегося автомобиля. Картина распределения энергии при этом изменится. Площади красных и синих фигур станут примерно одинаковыми, и это значит, что цилиндр забирает энергию на сжатие воздуха, а потом при расширении этой же порции воздуха в цилиндре энергия возвращается к коленвалу. При этом пульсации в мгновенной скорости вращения все так же оказывают влияние. И все работает ровно так, пока во всех цилиндрах компрессия в пределах допуска. Как только в одном из цилиндров появляется утечка воздуха из камеры сгорания, то есть понижается компрессия, уже существенная часть энергии будет расходоваться на выдавливание воздуха через неплотности и будет бесполезно потеряна. Поэтому он начинает меньше энергии забирать у коленвала на фазе сжатия и еще меньше энергии возвращает на фазе рабочего хода. И это снова отобразится на графике ускорения. Из этого делаем вывод, что измеряя ускорение коленвала при свободном вращении без воспламенения, можно измерить параметр динамической компрессии. Этот термин как раз обозначает не давление в цилиндре в верхней мертвой точке, а способность цилиндра возвращать накопившуюся в сжатом воздухе энергию и комплексно отражает состояние механики двигателя. Обратите внимание, что этот параметр отличается от классической компрессии и выражается не в единицах давления, а в процентах относительно самого лучшего цилиндра. Вопрос только остается в том, как обеспечить такой режим работы для нашего теста. Для этого воспользуемся свойствами маховика накапливать энергию. Раскрутим двигатель до 3000 оборотов, выключим зажигание и оставим вращаться по инерции до полной остановки. Так называемый режим работы на выбеге. Важное замечание, при этом необходимо удерживать педаль газа в зажатом состоянии, чтобы цилиндры максимально наполнялись воздухом. А после сравним, какой вклад внес каждый цилиндр в остановку коленвала. Таким образом, как раз и можно оценить состояние механики и получить значение динамической компрессии. Теперь все же давайте перейдем к практической части. Чтобы не запутаться, что куда подключить, я воспользуюсь рабочим окружением. Выбираю пункт «Эффективность» и самый грубый диапазон 50 вольт. При необходимости потом откорректирую чувствительность под мой сигнал и смотрю, какие каналы задействованы. Второй канал для датчика коленвала и синхра. Выполнять подключение щупов я буду со стороны блока управления, поэтому мне понадобится электросхема системы управления двигателем. Уже по памяти открываю страницу с упрощенной схемой и нахожу датчик коленвала. Тут он называется датчик угла поворота коленчатого вала. Копирую текст и вставляю в поиск. Нахожу подробную схему подключения датчика. Меня интересуют вот эти два провода, белый D30 и черный D29. Если сигнал не дифференциальный, то на одном из них будет сигнал, а на втором сигнальный минус. Начну проверку с белого провода. Черный у меня ассоциируется с минусом. Если сигнала там не будет, то уже переподключусь на черный. На блоке расположено 4 отдельных разъема. Контакт датчика коленвала находится в разъеме D, в самом низу колодки. Нахожу провод и вставляю в него иголку. Банан иглы подключаем к кабелю щупа. Теперь добываем сигнал синхронизации. Для этого существует несколько способов. Конкретно в этом случае мне проще подключиться к управляющему проводу катушки зажигания. Для этого также нахожу катушку первого цилиндра на схеме. Катушки подключены 3 проводами. Один общий минус, один общий плюс и сигналы управления каждой катушкой. Меня интересует вот этот провод. Смотрю, как он подключен к блоку.
бело-красным проводом А25. Нахожу его в разъеме. Провод в колодке А тоже в самом низу. Подключаем туда иглу. Вставляем до упора, при этом аккуратно, чтобы не свернуть пружинку. Банан к кабелю. Дополнительно подключаю щуп с крокодилом и вешаю его на крепление блока управления. Сделаю важное замечание. В данном случае я могу спокойно вешать минусовой щуп на любой элемент кузова, так как мне не нужно точно измерять амплитудные значения сигнала. Но в случаях, когда проверяется исправность датчиков, нужно всегда подключаться к сигнальной массе блока управления. Об этом я подробнее расскажу в одном из следующих видео. Ну и теперь по рекомендациям рабочего окружения подключаю разъемы щупов к осциллографу. Щуп датчика коленвала на второй канал, щуп первой катушки на канал синхронизации. Перед записью сигнала двигатель необходимо прогреть до рабочей температуры. Общая последовательность действий такая: запустить двигатель, дать ему поработать 5-10 секунд для установления устойчивого холостого хода, запустить запись сигнала, дать двигателю поработать на холостом ходу 3-5 секунд, педалью газа плавно увеличить обороты примерно до 3000 оборотов в минуту, можно несколько секунд удерживать заданные обороты. Полностью отпустить педаль газа, чтобы обороты двигателя опустились до холостого хода. Нажать педаль газа до упора, как только обороты двигателя поднимутся выше 3000 оборотов в минуту, выключить зажигание. Педаль газа при этом должна быть зажата. Дроссельная заслонка открыта. После полной остановки двигателя остановить запись сигнала. Запускаю двигатель. Запускаю запись сигнала. Для удобства масштабирую по времени и растягиваю ось амплитуды датчика положения коленчатого вала на весь экран. Перезапускаю запись, чтобы не было лишних кусков сигнала. Жду несколько секунд на холостом ходу. Плавно поднимаю обороты двигателя до 3000. Сбрасываю газ и резко нажимаю педаль газа до упора. Как только обороты достигнут 3000, выключаю замок зажигания. Останавливаю запись и сохраняю сигнал. Перехожу на вкладку «Эффективность работы цилиндров». Исправляю порядок цилиндров. И в этом окне я должен указать актуальный угол опережения зажигания. Зная расположение верхней мертвой точки на сигнале коленвала, могу измерить его линейкой или посмотреть в сканере. Но по моим личным наблюдениям в последней версии программы алгоритм стал менее зависимым от этого параметра. А я сейчас использую версию 0.3.0.0 от 20 мая 2019 года. Поэтому указываю приблизительное значение 15 градусов и нажимаю «Анализ». В окне справа отображается усредненная статистика по цилиндрам для холостого хода, под нагрузкой и расчет динамической компрессии. В окне слева отображаются графики ускорения для каждого цилиндра. С помощью этой панели можно скрывать отдельные графики, если они мешают рассмотреть какой-то участок. Можно также включить линию нулевого ускорения. Серым цветом нарисован график скорости вращения. Кликнув правой кнопкой мышки справа от вертикальной оси, можно включить отображение числовых значений на оси оборотов, чтобы более точно привязать графики эффективности к режиму работы двигателя. Кстати, если промасштабировать график вращения, то как раз можно заметить те пульсации ускорения, о которых я так долго рассказывал в первой части видео. Вот участки холостого хода, участок плавного набора оборотов, участок резкого набора оборотов. И вот еще черный участок графика, который показывает, какой режим считается выбегом коленвала, и на нем можно выполнять проверку динамической компрессии. Сейчас у меня включен широкий диапазон от 600 до 2600 оборотов, поэтому анализируется именно этот участок. Его можно изменить на узкий от 600 до 1200 оборотов,
и повторно выполнить анализ. При этом графики не изменятся, а поменяются числа на бар-графиках. Это было сделано из-за некоторых разногласий среди диагностов, при каких режимах расчетные показания алгоритма наиболее приближены к показанию компрессометра. Кстати, между режимом плавного набора оборотов и резкого набора с глушением можно проводить любые манипуляции, сделать еще несколько разных перегазовок, устроить тест на ходу, переключаться с бензина на газ, в общем все что угодно в течение любого времени. Для всех этих режимов алгоритм построит графики ускорения. Также не забываем про библиотеку сигналов. В ней вы можете найти множество типичных графиков с описанными неисправностями. Для этого выбираем систему управления двигателем, датчики положения валов, так как именно по этим сигналам мотор-тестер выполняет расчет, скрипт CSS или эффективность работы цилиндров. В результате мы получим список типичных неисправностей, которые еще дополнительно можно отсортировать по производителю и модели. В некоторых случаях доступны файлы для скачивания, поэтому можно провести более детальный анализ. А также можно добавлять свои сигналы и делиться ими с другими пользователями. После проведения теста удаляем щупы из разъема, при этом придерживая пружинку за часть, которая ближе к иголке, чтобы ее не растянуть. А также возвращаем в первоначальное состояние все элементы автомобиля. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь на мой канал, всем успешных диагнозов!